Сегодня я хочу навести немного порядок на своей фитостене, отмыть фитомодуль от налета, а также перевести орхидеи на фитильный полив. Итак, что для этого мне понадобится? Орхидеи я не собираюсь вытаскивать из плошек, то есть на фитиль буду сажать сразу так же, как они есть в плошке. Буду просто вытягивать фитилек через кашпо, через отверстие в кашпо. Для этого мне понадобятся обрезки капроновых колготок. Я их буду резать на кусочки. Ножницы, соответственно. И вот такой вот небольшой крючочек. У меня это от кухонного прибора. Для того, чтобы протягивать сам фитилек через плошку. Так как я потихоньку заполняю свой фитомодуль уже практически до последних рядов, то поливать каждую орхидею по отдельности мне становится как-то немного трудозатратно. И поэтому, чтобы упростить себе жизнь, я хочу перевести орхидеи на фитиль и таким образом поливать их через поддон. Но при помощи фитиля влага будет поступать и в верхнюю часть кашпо. То есть влага будет распределяться равномерно, а не только будет находиться у дна плошек, если поливать просто в поддон без фитиля. То есть если протянуть фитиль до самого верха, то он будет брать влагу и подавать ее наверх. Так вся корневая система у орхидей будет увлажняться равномерно. Итак, небольшой обзорчик, в каком сейчас состоянии находится фитостена. Цветение уже потихонечку идет на нет. Остаются цветущими только буквально некоторые самые стойкие орхидеи. Вот такая вот желтенькая у меня доцветает. И беленькие. Беленькие, они обычно цветут регулярно, без каких-то особых проблем. Также опять я сделала опыление, выращиваю несколько коробочек семенных. Это белая сама на себя мультифлорка, она вот такая же маленькая при цветении, маленькая, аккуратненькая, просто белая. Еще такая же беленькая, тоже коробочка. Так. И плюс у меня есть вот такие вот почечки, которые выращиваются при помощи цитокининовой пасты. В некоторых местах я не стала срезать отцветшие палки и просто намазала их пастой, почечки, чтобы в дальнейшем получить с них детки. Также почечка, видно, что она тоже уже начинает идти в рост. С таких палочек будут получаться детки. Кстати, результаты, которые стоят, это детки с палочек. Еще где-то здесь у меня были. И это растение тоже было выращено деткой на палочке. То есть, как видно, это уже вполне большая взрослая орхидея. Эти уже растут самостоятельно, уже прибавили очень прилично в росте. Так что способ очень даже рабочий и, пожалуй, быстрее, чем из семян получаются орхидейки. Приступаю к уборке. На данной орхидее видно, как разрастаются воздушные корни. Помещать их обратно в кашпо я не буду, пусть они также и растут. Корни есть и внутри самого горшочка, поэтому пересаживать я их пока не планирую. Они не настолько пока зеленая масса такого огромного размера, еще пока позволяет подержать в этом горшке. Поэтому буду продолжать их пока что держать на фитостене.
А вот в таком состоянии находится фитомодуль. Вот. И он не убирался у меня, ну, примерно год, получается. То есть вот такой вот налет от влаги потихонечку скапливается. Вот сегодня я его хочу помыть и привести в порядок. Вот видно, что у некоторых орхидей у меня уже вставлен фитилечек. Вот. Но единственное, что сегодня я хочу протянуть его, получается, как бы вытащить через верх, чтобы влага проходила до самого края наверху. Потому что, когда бывает поливаешь через поддон, то влага распространяется неравномерно, и как бы орхидея может питаться только если у нее корни находятся в самом низу кашпо, а те, которые орхидейки еще не дорастили корни до самого дна, им сложнее, они получают меньше влаги, и из-за этого не так равномерно увлажняются. Наливаю в себя ведерко с водичкой, беру тряпочку и потихоньку начинаю промывать свой модуль. Вот такой вот налет. Идеально до бела, конечно, я модуль очищать не буду, в этом нет никакого смысла, потому что он также сейчас заставится орхидеями. И также на нем будет потихонечку опять откладываться налет. Орхидеи поливаются периодически и с удобрениями, с различными, поэтому, как ни крути, налет будет оставаться в любом случае, даже если вы поливаете водой из-под крана. Точнее, даже если вы не поливаете водой из-под крана, а поливаете какой-нибудь там отстойной дождевой водой, какой-нибудь там супер мягкой водой. Налет, как ни крути, возникнет из-за удобрений. И плюс кора еще. Все-таки в ней содержатся смолы. Они вымываются из коры. Вот таким вот образом орхидея пускает вот такие вот огромные воздушные корни. Вот эту орхидейку я, кстати, наверное, сейчас, когда буду пересаживать, ну, в смысле, когда буду вытаскивать ее из модуля, я ее, наверное, немножечко все-таки пересажу и посажу ее поровнее в горшочке, потому что это уже висит прям-таки, вылазит уже из горшка. Нужно ее возвращать обратно. Итак, одеваю перчатку, беру средство антиналет. Оно довольно агрессивное. Аккуратненько сбрызгиваю, сильно так не пшикая, чтобы не попасть на орхидеи, которые выше стоят. Убирать буду по рядам, чтобы, ну так, для удобства. Сейчас буквально там минутку-две средство постоит, поработает. На пластике его можно использовать, поэтому потом быстренько протру тряпочкой. Вымою средство. Поставлю эти орхидеи с этого ряда на фитиль, протяну. И установлю их на место. Пока средство работает, у вот этих орхидеек я протру листочки. Также просто чистенькой водичкой. Без ничего, просто от пыли.
чтобы их освежить. Если есть средство для блеска листьев, то можно натереть им. Но я этого делать не буду, просто водой протру. Чисто чтобы освежить растения. Весной орхидейки пошли в рост. Видно, что у них идут свежие корешки. Освещение стало побольше, солнышко прибавилось. Так. Ну вот, пару минут средство поработало. Теперь можно приступать и мыть стену дольше. Ну, кое-где еще все равно не очень отмывается. Наверное, надо будет дать еще 2 минутки поработать. Ну, в любом случае уже заметно чище. По-хорошему можно будет так поставить. Также посмотрю, возможно, сегодня перемещу на стену некоторые фласочные орхидейки, которые у меня уже подросли до довольно уже сносного размера. Теперь я меняю водичку, вливаю средство, промываю еще раз чистой водой начисто и этот ряд оставляю в покое. Протяну им фитили. Итак, для этого мне понадобится капроновая колготочка. У меня уже обрезочки этих колготок. Я из них в основном фитили делаю. Теперь что я беру, значит, колготочку. Вот так вот. И отрезаю кусочек. Потом этот кружочек разрезаю, и вот таким вот образом у меня получается жгутик. Вот это, собственно, и есть фитилек. Почему капроновая колготка? Потому что она не разлагается от воды, то есть если сделать джутовую веревочку, она очень быстро рассыпется, придет в негодность, и ничего ей сделать не получится. Теперь я, значит, наматываю этот фитилечек, краешек фитилечка на крючочек. Вот так вот. Так как орхидеи у меня уже посажены, и вытаскивать я их не хочу лишний раз ворошить, вот, то просто я беру вот так вот в отверстие, вставляю этот фитилечек и вот так вот потихонечку протягиваю его наверх, так чтобы он поднялся с этой стороны сверху и торчал снизу. Вот так вот. Теперь я его снимаю с крючочка. Вот, придерживаю
высунутую часть, чтобы крючочком ее случайно обратно не убрать. Вот. И оставляю ее вот так вот наверху. Вот. Теперь, значит, орхидейка будет увлажняться через этот фитиль до самого верха. Вот. Теперь ее можно устанавливать обратно. И поливать потом просто через поддон. Так, устанавливаю на место. Вот. Через поддон это делать гораздо быстрее. То есть не нужно каждую орхидею к ней подходить, ее поливать. Не нужна там спринцовка, пипетка. В поддон налил. То есть здесь поддоны рассчитаны на 1 литр воды. То есть набираешь баклашечку, выливаешь ее. Летом почаще поливаешь, зимой пореже. И все, и заморочек таких не нужно, чтобы с каждой орхидеей плясать отдельно. Вот так вот обвязываю узелочек за крючочек. Так, выбираю, в какую дырочку здесь удобнее. Вот сюда, например. Вот. И через плошечку вот так вот аккуратно протаскиваю. Вот так вот придерживаю снизу, снимаю крючок. Теперь придерживаю сверху, крючок вытаскиваю, укладываю фитилек, чтобы он у меня был сверху. Так, вот есть у орхидеи какие-то подсохшие корешки. Сверху я их удаляю. Вот еще подсохший старенький корешок. Так, он ей не нужен. И вот старенький. Во избежание загнивания старенькие корешки лучше удалять. Все, фитиль у меня остается наверху. Орхидейка на стене находится вот в таком положении, то есть ей удобнее свисать в эту сторону, чем можно, конечно, и вот так вот развернуть. Но все равно постепенно на фитостене, так как все-таки есть небольшой уклон, они вот так вот свешиваются и растут вот в таком положении. Так, вот еще корешок остался. За это мне фитостена в целом тоже, вот как бы это я могу отнести, наверное, даже больше к минусам. Потому что в обычных плошках орхидеи не так сильно заваливаются, как на фитостене. Ничего в целом критичного в этом нету. Но вот как-то не очень они хотят ровно расти. Орхидейка у меня стояла в серединке. Вот где-то здесь она у меня была. Так, следующее. Ну и таким образом я сегодня хочу заняться фитостеной и привести ее всю полностью в порядок. Всю перевести вот на такие фитилечки. Я не помню, во всех они у меня плошках находятся или нет. Но в любом случае они у меня шли там не поверху, а только где-то там
по дну плошечек. Ну, то бишь, хвостик получается как вот для фиалочек, для таких вот растений, которые растут обычно в земле. Вот, то фитилек проходит просто вот так вот по дну, получается, не заходя в центр. Обычно по земле они тянут влагу и снизу. Вот, а у орхидей получается так, что не всегда они могут брать влагу снизу, потому что дерево хуже пропускает воду, и наверх вода бывает так, что и не поднимается даже, и верхняя часть вот этого кома, она не увлажняется. Вот. И это неудобно для маленьких орхидей, у которых нету корней в этой части. Вот так вот. Вот так. Вот, а так влага будет идти наверх. Вот тоже краешки сухенькие, надо их удалить. По сухой части, до живой не режу. Так. Все, эти корни пока что трогать тоже не буду, пусть пока орхидея сидит так. Иногда бывает, они свои воздушные корни пускают в сам модуль и берут влагу прямо из модуля. Плюс часто тянутся к соседям своим по плошкам. Так, вот эту орхидею тоже можно тут. Вот так вот. Лишние корешки подубрать. Многие, кстати, используют способ с колготками. Не нужно покупать отдельно специальную веревку или эти шнурки для фитилей, для фитильного полива. Ненужные колготки, ножницы. И фитиль готов. Если у вас нет такого там крючочка, чтобы протягивать фитиль через плошечку, ну, можно взять любую проволочку, согнуть ее, и получится такой же крючочек. Либо взять мебельную иглу и с помощью мебельной иглы протягивать. Ну, а также фитиль оставляю сверху. И все, и устанавливаю орхидейку на место. Вот у этой орхидейки тоже почечка пошла в рост. Вот эту орхидею я даже еще ни разу не видела, как она цветет. Брала ее еще совсем маленькой. И она у меня пока что еще ни разу не цвела.
Хочется, чтобы фитостена радовала своим внешним видом, но отнимала поменьше времени, как бы. Вот сорт Кокадора. Попугайчик. Желтенькая должна быть, с бордовой серединкой. Так, фитиль потерялся. Так, вкладываю фитиль на место. И все также можно устанавливать. Так, вот тоже один немножко подсохший. Все, и теперь на место. Краешки торчат везде. Вот, и вот таким вот образом теперь выглядит ряд. Ну, по сути, ничего не поменялось, просто поддон стал выглядеть почище. Ну и все орхидеи сидят на фитиле теперь в этом ряду. И таким вот образом я поступаю со всеми остальными орхидеями. Все ряды вытаскиваю по очереди, мою, сажаю на фитиль и ставлю обратно. Покажу тогда результат в конце. Ну и вот показываю то, что у меня получилось после мытья фитомодуля. Все орхидеи уже стоят по своим местам. Доставлены тут еще несколько новых орхидей, так чтобы заполнить полностью весь модуль. У меня они стоят здесь по 5 орхидей в ряд, но фитомодуль позволяет поставить здесь в ряд до 7 штук. Но я пока не стала их слишком сильно уплотнять, чтобы они друг друга не перекрывали. Пока достаточно и по 5 штук. Вот новые орхидеи. Ну, сорта обычные, классические. Итак, теперь по поводу полива. Так как все сейчас сидят на фитилях, водичку в поддон я уже как бы залила. Здесь поддон подразумевает по литру воды на каждый ряд. То есть беру бутылочку, набираю воду и заливаю в каждый ряд. Вот. Но фитильный полив сначала нужно запустить. То есть сама веревочка сразу воду не возьмет. Ну, то есть она намокнет снизу, но чтобы вода поднялась наверх, первый запуск фитиля нам нужно сделать пролив орхидеи через верх. То есть я беру вот такую спринцовочку и все равно сначала заливаю воду в плошечке. Вот таким образом, смочив вот этот край фитилечка, вот он находится, вот таким образом влага, фитиль как бы весь намокнет, влага сможет подниматься теперь и снизу. Вот. И так, в общем, смачиваю, получается, каждый фитиль, проливаю первый запуск через верх. А дальше фитиль уже будет тянуть влагу сам наверх. То есть следующие поливы будут уже, получается, через поддон. Таким образом, если фитиль не пересохнет,
вот, то он продолжит поднимать влагу снизу уже самостоятельно, без верхнего пролива. Вот. Такой способ для орхидей подходит в летний период, когда орхидея, в общем, чтобы не сильно не пересыхала, когда жарко, ее можно подержать на фитиле. Но вот зимой, когда начинаются такие перепады температур, света мало, орхидея уходит в спящий режим, то орхидея может загнить из-за фитиля, когда постоянная влага, орхидея не просушивается, корни у нее будут постоянно мокрые, и она может загнивать. Поэтому для зимнего периода все-таки с фитилем нужно быть осторожным и все равно давать орхидее просыхать. Тогда она не будет подвержена гнили. Ну а лето, в принципе, лето орхидея вполне будет хорошо себя чувствовать при влажности. Итак, если остались какие-то вопросы, задавайте в комментарии, ставьте лайки, пишите свое мнение, стоит ли так заморачиваться, как вы ухаживаете за фитостенами, да и вообще за своими орхидеями. Всем пока!